НАТО экстренно собирается, задействована самая важная статья Устава Альянса. Будут ли применены войска? Дроны попадают в жилые дома, но уже в Польше. Литва организует буферную зону. Похоже на подготовку к обороне, к конкретному сроку, когда начнется агрессия. Российская армия продолжает наступать, но пока только на грабли. Почему продвижения нет, а медийный шум есть? Президент под угрозой, протесты с самого утра трясут одну из самых крупных стран ЕС. Что же будет дальше? Чьи сим-карты в российских дронах и почему эта страна НАТО не смогла найти покупателей? Эти и другие главные события вечера среды 10 сентября. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Беларуси, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Тревожная ночь в Польше. Надежда на мирное небо рухнула вместе с дроном, который врезался в жилой дом. Варшава ближе к вооруженному конфликту, чем когда-либо со времен Второй мировой войны, говорит премьер. Сразу несколько десятков российских беспилотников нарушили воздушное пространство страны в разгар массированной атаки по Украине. По данным оперативного командования Вооруженных сил Польши, это было беспрецедентное нарушение границ страны. Объекты были засечены радарами, задействована авиация, приведены в боевую готовность системы ПВО и разведки. В приграничных регионах введен режим повышенной угрозы, а 4 польских аэропорта – Варшава-Шопен, Модлин, Люблин и Жешув-Ясенка – временно закрывались. Польские и союзные средства наблюдения с помощью радиолокаций отслеживали несколько объектов, а в отношении тех, которые могли представлять угрозу, командующий оперативным командованием вооруженных сил принял решение об их нейтрализации. Часть дронов, вторгшихся в наше воздушное пространство, была сбита. Продолжается поиск и локализация мест возможного падения этих объектов. Один дрон упал прямо на дом в деревне Вырыки-Воля, вблизи Владавы. Повреждена крыша, чудом никто не пострадал. Еще один поврежденный дрон обнаружен на поле под Бялоподляской. Параллельно продолжается операция по поиску обломков и анализу траекторий других дронов. Важно понять, были ли они сбиты польскими ПВО или прорвались сквозь оборону. Премьер-министр Дональд Туск собрал экстренное заседание правительства, а президент Кароль Навроцкий – совещание в Бюро национальной безопасности. Власти призвали жителей Мазовецкого, Подляского и Люблинского воеводств сохранять спокойствие, оставаться дома и следить за официальными сообщениями. Дроны, представлявшие угрозу, были сбиты. Но сам факт их появления меняет политическую ситуацию. Варшава официально активировала статью 4 НАТО. Союзники уже получили формальный запрос на экстренные консультации. Речь идет не о военном ответе, но о признании угрозы на уровне всего Альянса. После того, что произошло в Польше, я принял решение в течение 48 часов созвать заседание Совета национальной безопасности. Мы должны обладать полной информацией, чтобы адекватно отреагировать на ситуацию. Это будет момент, когда все политические партии, председатели парламентских клубов и ключевые представители государства обсудят не только то, что произошло, но и то, что нам следует делать в будущем. В Европе тоже уже отреагировали на утренний обстрел Польши. На прошлой неделе Россия осуществила самый масштабный за все время удар с применением дронов и баллистических ракет. Вчера произошла ракетная атака на село в Донецкой области. Целью стали люди, ожидавшие получения пенсий. Погибли более 20 человек. А сегодня мы стали свидетелями безрассудного и беспрецедентного нарушения воздушного пространства Польши и Европы. Более 10 российскими дронами «Шахед». Европа полностью солидарна с Польшей. В небе над польским приграничьем кружит «Авакс» – шведский самолет, оснащенный системой раннего обнаружения. Восточные воеводства Польши переведены на усиленный режим. Бойцам теробороны официально сократили время на прибытие по тревоге. Теперь вместо стандартной процедуры всего 6 часов на сборы. Подняты снайперы, действуют поисковые группы, а теперь и территориальная оборона. В Подляском, Мазовецком, Люблинском и Подкарпатском воеводствах резервисты должны быть готовы в течение 6 часов. В центральной части страны за 12. Остальная Польша пока вне срочных мобилизаций. Польша член НАТО, и этот инцидент может стать точкой напряжения на всей восточной границе Альянса. Ситуация развивается.
Россия шпионит через польские сим-карты. Дроны с 4G модемами заранее готовились к ударам по Польше. То, что произошло в ночь на 10 сентября, не случайный залет. Это спланированная атака, которую Кремль готовил заранее. И доказательства указывают прямо на Польшу. Еще в июле в Украине сбивали российские беспилотники, в которых находили 4G модемы с сим-картами польских операторов. Об этом сообщил польский же аналитик Марек Будзиш со ссылкой на закрытый отчет от 2 июля. Там конкретные данные, где сбиты дроны, какие симки стояли внутри, были даже сим-карты из Литвы. Это может свидетельствовать либо о подготовке к тестированию ударных коридоров в сторону этих стран, ведь известно, что дроны используют телекоммуникационные сети для коррекции маршрута полета, либо об усилении атак на западную часть Украины. Задача для польских спецслужб – установить, кто приобрел эти сим-карты, поскольку в момент покупки требуется обязательная регистрация. Москва тестировала мобильное покрытие в приграничных странах, готовясь запускать дроны за пределами Украины. И вот прорыв. Но тревожнее другое. Информация о польских симках в российских дронах уже была у польской стороны еще в июле. Но в стране это почти не вызвало резонанса. Для чего все это нужно России в таком случае? Через мобильный интернет дрон может передавать разведданные, видео с камер, а также получать команды. В некоторых случаях собирать информацию о работе систем ПВО и радиоэлектронной борьбы. Все это давно обкатано в Украине, и теперь российское командование начинает ощупывать Европу. В Беларуси решили отреагировать на эту историю. Говорят, давно предупреждали, что так будет. Более того, похоже, пытались как-то предотвратить, конечно же. Часть заблудившихся беспилотников была уничтожена силами противовоздушной обороны нашей страны на территории республики. По имеющимся каналам взаимодействия в период с 23 часов 9 сентября до 4 утра 10 сентября наши дежурные силы и средства обменивались информацией о воздушной радиолокационной обстановке с дежурными силами и средствами Польши и Литовской Республики. И это все на фоне предстоящих учений «Запад-2025», которые стартуют 12 сентября в Беларуси. Совпадение, как думаете вы? Не забывайте написать свое мнение в комментариях. А в странах балтийских заявляют, что готовы к учениям, несмотря ни на что. Я считаю, что каждая страна готовится по-своему. Мы серьезно относимся к этому периоду повышенной угрозы, связанной как с активной фазой учений Запад, так и с подготовкой к ним. Литва также приняла соответствующие меры. Во-первых, у нас значительно больше союзнических сил. Мы развернули военные подразделения недалеко от границы и установили зону, запрещенную для полетов, глубиной 8-9 километров на нашей территории. Они снова идут и снова в никуда. РФ штурмует восток Украины, но застревает в позиционном аду. Россия бросает пехоту в Харьковской, Донецкой и Запорожской областях. Но Институт изучения войны четко фиксирует: ощутимого прогресса нет. Ни под Лиманом, ни под Покровском, ни вблизи Доброполья. Особенно заметна активность оккупантов именно у Покровска. Там они накапливают живую силу, без техники, без брони и с минимумом боеприпасов. На Лиманском направлении ВСУ выбили врага из более чем половины Заречного. Среди пленных мобилизованные с 3-дневной подготовкой. Какая у них мотивация? Деньги и ничего больше. Северск, так называемые военные блогеры, говорят о прорыве ДРГ в промышленную зону, но реальных подтверждений этому нет. А вот по трассе Изюм-Барвинково действительно бьют FPV-дронами с материнских дронов в глубоком тылу. РФ не получила огневой контроль, но угроза логистики Славянска и Краматорска растет. Южнее атаки на Купенск, вблизи Волчанска и Липцев прогресса нет, лишь заявления пропагандистов о движении с 4 направлений. Константиновка-Дружковка — направление, где ВСУ зафиксировали тактический успех, а вот на западе Запорожской области все по-старому. Атаки есть, продвижения нет. Сумская область. РФ утверждает, что взяла Юнаковку, но ВСУ ее удерживают. Ожесточенное противоречие и отсутствие независимых подтверждений, как обычно это бывает на войне. В итоге много шума, но мало успеха. РФ продолжает давить, но силы обороны держат фронт и точечно контратакуют. Протесты охватили страну. Под угрозой президент. Масштабные митинги под лозунгом «Заблокируем все» вышли на улицы. Мусор горит, автобусы поджигают, дороги перекрыты, полиция в броне. Франция встает на дыбы. Толчком стал план премьер-министра Байру срезать 44 миллиарда евро из бюджета, заморозить пенсии, отменить праздники и урезать медицину. В ответ вся страна выходит на протест. Поддержка от школьников до заводчан. Даже студенты заявляют, с Макроном надо разобраться на улицах.
Я здесь, потому что это нелегитимное правительство нужно заблокировать. Мы не хотим ни военного бюджета, ни бюджета жесткой экономии. Нам не нужен военный рынок. Нам не нужна экономия. Нам нужны деньги на госуслуги. Нам нужны деньги на школы, на больницы. И теперь встает вопрос, нужно ли блокировать всю страну, чтобы нас услышали? На борьбу брошены 80 тысяч полицейских и жандармов, но протестующие настроены серьезно. Страна готова к новой волне желтых жилетов, только мощнее и организованнее. Движение Block Everything началось с TikTok и Telegram и за пару месяцев переросло в национальное движение. Поезда отменяются, Евростар на грани срыва, Amazon блокируют, заводы бастуют, университеты и школы захватываются протестующими, а авиадиспетчеры уже готовят следующую волну с 18 по 19 сентября. На этом фоне правительство Байру пало. Вот вам и стабильность по-французски. Это третий премьер-министр, слетевший за год. Франция опять на грани, и, похоже, все снова только начинается. Необычный старт на новой должности и довольно драматичный во время представления нового состава правительства. Министр здравоохранения потеряла сознание прямо на сцене, сразу после своей речи. Инцидент произошел, когда Элизабет Лан передала слово коллеге по партии, министру по социальным вопросам Якобу Форсмеду. Спустя мгновение она рухнула на глазах у всего зала. Думаю, это мы обсудим отдельно. Возможно, в рамках другого занятия. Здравоохранение. Министра срочно вывели, но через несколько минут она уже вернулась и позже объяснила случившееся резким падением уровня сахара в крови. Новый министр здравоохранения и вот такой наглядный пример, насколько важны здоровье и стабильность даже в высших эшелонах власти. Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.